Всем привет, друзья! Это Саша Сова, преподаватель вокала. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть видео гортани Уилла Рамоса. Уилл Рамос — это очень классный чувак, вы наверняка все его знаете. По крайней мере, люди, которые интересуются экстрим-вокалом, абсолютно точно его знают. Это новая звезда экстрим-вокала, экстрим-метал-сцены. У него потрясающие возможности экстрим-вокалов, его всяких разных. Он может и низко, и высоко, и так, и сяк. Ну, по крайней мере, на какие-то акустические вот ощущения. И, значит, вокальный блогер The Charismatic Voice подловила его и говорит: давай-ка мы тебе засунем трубку в горло, и ты нам все там покажешь. И вот он, собственно, показал, и я частично посмотрела это видео и решила: так, нам нужна реакция, давайте смотреть вместе. Так, ну что, начнем? Вот они ему... О. Сейчас они проводят все последние установки, чтобы хорошо все было видно, но я уже отсюда вижу, что гортань у него... Гортань у него крайне предрасположена к экстрим-вокалу. Не в плане, что для этого нужна какая-то специальная гортань, а в плане, по моим наблюдениям, узенькие, коротенькие, маленькие, сверху гортани, да, с виду сверху. Какая она у него в длину, я понятия не имею, потому что это невозможно в данном случае посмотреть. Вот на этом видео конкретно. Но гортань у него узенькая, хрящики расположены достаточно близко друг к другу, соответственно, вероятность хорошего такого сужения, более гармоничного, более такого мощного, чем у других людей, с более широкими, например, с более широко расположенными хрящами. Здесь есть некоторое преимущество, хотя, если честно, нельзя уповать только на это преимущество. Просто вот такой, не знаю, там пара процентиков бонусов от природы. Слизистая у него хорошая, никаких покраснений. Ну, фарингит вот вижу, у него есть. Проблема всех вокалистов. Now I want you to warn me if you're going to swallow, okay? Okay. All right, go ahead and say Чуть-чуть асимметрия у него есть, немножечко. Good. And bring that microphone down just a little bit. There you go. And again, and I want you to do that high now. Really loud. Like as high as I go? Как будто бы вот издалека вот эта складка, получается, она, ну, если смотреть на фото, она левая, как будто она чуть толще, чем правая. Но это, опять же, это такие особенности не обязательные. Like high and loud, so. Yep. Good. Can you stay high and Ну ладно, это можно пропустить. Okay. Can you come over here, hit this brightness button, go to the X loom. Yep. To your left. That one. Yep. Hit that button. Let's get it brighter. Ah, that's better. Hold on 1 second, Will. Go ahead and swallow. Yep. Good. Cool. Beautiful. Ну что? Okay, I am done with all the boring stuff. Cool. You guys go to town. I'm just gonna hold this and try and stay as far out of the way as I can. Do I still tell you when I'm swallowing? No, I'll be out of the way for the most part. I'm not as close to your vocal folds this time. Fucking God. That felt crazy. I was like, this is kind of cool, but also kind of horrifying at the same time. Oh, God. И он, кстати, держит здесь микрофончик. Несмотря на то, что строп тоже записывает звук, но я так понимаю, что перестраховывать. О! Обратите внимание на вот это вот. Вот это я сейчас пойду налево. Посмотрите, как у него выворачивается все. У него надгортанник даже поворачивается. То есть даже в этом проявляется какая-то асимметрия, да, что у него одна часть тянет за собой другую. То есть это ненормальные условия. Это не патология, естественно, и так, ну, как бы это особенность, но если условно брать мою гортань, у меня такого поворота нет, при том, что он делает достаточно обычный звук в данном случае.
Но вы видите, да? Ну, то есть, вот для таких звуков достаточно нормально, что вся слизистая вот в такую куриную попку превращается, да? Но ее поворот — это крайне, вот, вместе с надгортанником, это крайне интересный, конечно, опыт. Вот этот вот. Okay, hold on 1 second. Доктор, да, такая, Hit чё? this brightness button, go to the X loom. Yep, to your left. That one. Yep, hit that button. Let's get it brighter. Ah, that's better. Hold on 1 crazy. second, Will. Go ahead and swallow, yep. Okay, good. Go for it. Ну, то есть это просто звук довольно самый базовый для такого более брутального экстрим-вокала. Очень негромкий звук. Боже, что с его... Вы видите вот эта часть? Я не знаю, видно вам или нет, но как бы получается одна часть слизистой накидывается на другую. Очень прикольно. И много-много слизи у него, конечно. Интересно. All right. Not Cool. comfortable with the scope that close. Definitely not, but that's cool. We're out Something here. different. Okay. Want to do pig squeal false chords? Взял чуть пониже. Когда я выкладывала это видео в Инстаграме, мне всякие неприличные комментарии писали на эту тему. Anything else? Do you want to do a different kind of pig squeal? Конечно, anything else. У него там 300 миллионов вариаций. Yeah, I'll just do a bunch of. You play. Вот тут смотрите, ну, если наблюдать опять же сверху, все достаточно сильно закрыто. Вроде как он пошел на другой звук. На самом деле он просто начал манипулировать больше преддверием и глоткой. Обратите внимание, что камера как будто бы стала ближе подъезжать, но на самом деле немножечко гортань стала тоже двигаться, да, пространство стало меняться. Вот он же делал обычно и еще сильнее сузил. Cool. How far? То есть, по факту, тот же самый звук, просто трансформированный. И вот в экстрим-вокале это самое важное — уметь акустически трансформировать звук. He canters to his left and then pulls the epiglottis to the opposite side is amazing to change the shape. We're gonna look at it more. Cool. Do you want to do that one more time? Вы видели вот это? Сейчас, как он хрящи сейчас интересно поставит. Epiglottis to the opposite side is amazing to change the shape. We're gonna look at it more. Оп, Cool. Do you want to do that one more time? оп, вот. Вот у него начинает, обратите внимание, да, гортань все в том же положении, а все, что вокруг нее, тоже начинает как-то собираться вместе. Во, да. Видите? Преддверие и глотка начинают из вот такого состояния вот в такое проходить. Во, начинает подталкивать еще немножечко. Сейчас он, получается, поднаклонил отгортанник, то есть он сделал движение не просто подъема, он его чуть-чуть, типа такое блевотно-рыгательное, простите, сделал движение, как будто на рэттл чуть-чуть пошел, то есть он не пошел на прием рэттл, но физическое движение сделал такое, да, как будто немножечко проглотил. Да, прикольно. Прикольно это выглядит, и прикольно он так подвинул его чуть-чуть. Cool. How about some gutturals? I have lowest to highest singles and slides in there, so. All right, so lowest to highest. So Ну вот, обратите внимание, он говорит, что я сейчас пойду от нижнего к верхнему, from lowest to highest. И когда он делает нижний, он опять же сводит гортань максимально, он опять же закрывает гортань максимально, все структуры притягивает друг к дружке максимально, и обратите внимание, как сильно он тянет
как мало пространства остается, как мало пространства остается в преддверии, и как в области преддверия, и как глотка вообще превращается тоже в какую-то микроскопическую фигню. Вот, ну... Это, конечно, для нижних частот, то есть здесь преддверие, здесь, скорее всего, какие-то мышцы шеи тоже напрягают, чтобы там все вот это вот все превратилось. Жалко, не видно, что он в этот момент делает с челюстью. Я подозреваю, что она у него как-то опущена, скорее всего, чтобы дать звук более объемный. Cool. Amazing. Do you want to do any other gutturals? Но Singles, sides? все равно это по-прежнему то же самое so slide сужение with what? гортани, тот же самый прием расщепления, один и тот же везде, но с очень большими акустическими изменениями. We'll do it for like mids. We'll go, I guess, what you would consider a guttural. Простите, я жру Oh, голубику. that's deep. Yep, sorry. You're good. Hold on 1 second, swallow for me. Wow, this is difficult. Uh-huh. It's weird. Да, это она просит проглотить слюну, чтобы было лучше видно, и он сказал, да, это тяжело, это правда тяжело, я не так давно, ну, прошлым летом я тоже ходила, и мне также засовывали под лидокаином эту штуку, этот шнурок, блин, с камерой, ощущения, конечно, не из приятных, особенно когда уже лидокаин начинает отпускать, и тебе нужно проглотить, тебе нужно делать вот эти узкие звуки, и тебе как вот в эту узкую дырочку пытаются просунуть эту камеру, это, конечно, такое себе непросто. Не все звуки можно идеально показать в таком случае, но он молодец. Swallowing is definitely crazy. How we doing? Are you waiting for me? Oh, I'm waiting. I look at you. I'm like, all right. Any other gutturals you want to do? We'll go to the. Actually, I really want to try the. Before we start doing more gutturals, the tea kettle screams. I would love to see what that looks like. Awesome. Tea kettle. Какой-то свой This might особенный be звук really хочет. crazy because I don't even know what's going. I barely feel what's going on in here. So. Whoa, whoa. Да, это точно That неприятно feels сейчас crazy было. with that thing in there. I don't. Oh, and the numbing, I feel so much mucus Shoot. back there. I wish that you knew what my heart was doing right now. How cool this is. All right, do I gotta get some mucus out of here? You're good. You're just on my scalp. Это очень I'm странно выглядит. Do it. You do you. Это нахрен воронка какая-то вообще. У него как будто... это гортань, добрый день. У него как будто надгортанник обволакивается, как будто наматывается на надгортанник кусок слизистой. Ну, то есть он также все сужает. Блин, ну этот звук я, к сожалению, не могу повторить. You ever seen anything like Это как какой-то, как это назвать? Этому можно дать какое-то название. Напишите в комментариях, пожалуйста. Это очень странный звук, очень интересный. Ну, я подозреваю, что это свистковое. Судя по тому, как сложилась там вся слизистая, я думаю, что это просто все то же самое со свистком. Блин, ну выглядит, конечно, потрясающе. And then we're back. And here we are. Normal. Tea kettle squeal. Тебя сейчас туда засосет, как будто ты туда смотришь, и там Cool. твист такой происходит. This Как feels будто so crazy. I закручивается feel like I have like a lump in my слизистая. You throat. literally have a box cord with a camera on it. Cool. Oh, a little deep, little deep. Okay, sorry. You're good, you're good. All right. I have, take your option. We have fries, tunnel vocals, tube and throat singing. This is Hellsound Goblin. Oh, let's do tube and throat singing into a normal just scream. So. Ну, то есть он в своих видосах часто упоминает что-то типа горлового пения.
что он с него начинает обычно выход на экстрим, но в принципе, да, видите, как начинают хрящи вот так трястись, вибрировать сильно. Да и не только хрящи, на самом деле, там все вибрирует, там вон и гортанник вибрирует. Ложные складки тоже пульсируют, конечно, с очень необычной частотой колебаний, но да, они хорошо работают. Вот, одни чистые работают, одни голосовые складки. Сейчас он добавит, наверное. Да, и он добавил... Блин, у него один хрящ вот так трясется, второй нет. А, нет. Ну, один сильнее трясется. Cool. Freaking awesome. So, I guess we'll go to just a normal average scream for me. Sure. Матерь Божья, куда тебя несет? Я думала, что моя гортань выглядит как куриная жопа во время экстрима, но нет, у меня вполне себе обычная дырочка. Tonsils. Lingual tonsil. Periapodontic holes Yeah. vibrating mainly. Holy cow. Completely turned. Yeah. So that they go Они там все в шоке, но реально выглядит это супер нестандартно. Tell me more good things about myself. You are amazing. Can you give it to me, alright? То есть я реально видела несколько экстрим-вокалистов под ларингоскопом, они все мне скидывали свои нюдсы, но такого я не видела. You are a unicorn, my friend. Alright, so let's see, we did some of that. What else you got on that list? Let's do some close mouths. Yeah, let's try your closed mouth. Это закрытый звук. Мгм. Но это обычный его расщеп экстрим, просто с закрытым ртом. Здесь вот видно, что он делает ртом, поэтому в целом, да, звук другой, но визуально все как в начале. Сужает он, конечно, богически. Cool. I don't know if that looks any different, but I don't know if it's just I'm closing my mouth and that's what makes it. Да, вот он то же самое говорит, да, что я просто закрыл рот, сделал то же самое. God. Your numbing might be wearing off on you. That's good, that's good. You're okay? Yeah, we're good, we're good. Okay. This is hell sound. Но здесь он приопустил гортань, очевидно, судя по звуку, да, и она как будто бы так провалилась, вытянулось пространство. Прием тот же самый, опять же. Именно сам механический прием, что сейчас звучит, но да, визуалка вы видите. То есть вот это вот все считается визуалка. То есть внутреннее действие это то, что делает гортань, а все, что над ней уже происходит, типа вот структуры даже не гортанные, а вот вокруг гортанные, это уже визуалка. Cool. Goblin. It's more of like the pitch goblin, but Ну это да, это тут у него много слюней, и вы можете видеть, как слизистый реально выделяет дофига слизи, не слюней, а слизи, да, и вот эта влага, я не знаю, она прям сейчас кипеть начнет, как будто, судя по всему. Очень много слизи, которая ему, конечно, помогает. cool. That is like a commercial. With like the light flickering, the strobe light. Давайте еще раз посмотрим этот звук, это очень I'm интересно. gonna try and get closer. If you don't tolerate it, I'll back up, okay? Очень интересно, что...
Я могу ошибаться, реально. Я сейчас вообще могу очень сильно ошибаться, но из того, что я зацепила взглядом, мне кажется, что это, да, то же самое расщепление его, но на более тонком смыкании, из-за этого слегка больше видно вот эту щель, да, голосовую во время этого звука, ну, там вообще, в принципе, мало чего видно, но что-то видно, и вот мне кажется, что это ближе к такому более тонкому смыканию чистому, и, соответственно, сам звук такой более тоненький, и другие структуры начинают срабатывать. Блин, у меня просто мысль путается, хочется сразу много и мало всего сказать, и поэтому речь немножко сбита, пардон. Но, да, в общем, я считаю, что, скорее всего, это смыкание потоньше, из-за этого больше воздуха, больше слизи вот этой вот проявляется, больше надгортанник начинает вот это вот все поднимать. Ну, прикольно звучит. Прикольно, что он может это удерживать и делать эстетически симпатичный звук из этого, потому что то, что делается на более плотных смыканиях, это, правда, в конечном итоге более легко удержать, а вот какие-то более тонкие вещи, да, их сложно сделать симпатичными на слух. Cool. That is like a commercial. With like the light flickering, the strobe light. Isn't that a Sesame Street song? That's one of our songs. So good. Oh, we're deep. It's cool, it's cool. I don't think you did tunnel vocals yet. No, that's gonna be crazy. Because I'm gonna do some goblins without the pitch. Okay, yeah. Ой, боже. Но судя по тому, что здесь происходит с надгортанником, да, это вот эта лопаточка, она очень высоко поднимается, и там, соответственно, чуть больше воздуха он пропускает, это тоже слышно. То, что делает он визуально лицом, я не вижу сейчас. Сейчас я отмотаю назад. Да, не вижу. Вот где-то, я, конечно, не претендую, но где-то вот в этих ощущениях, скорее всего, он находится. То есть вот это вот положение надгортанника очень высокое, но при этом не сдавленное. То есть он так его немножечко подталкивает и воздушную струю дает. И получается такая булькающая вот фигня. Ну и, конечно, очень узкая глотка. Все белое. Вот это уже, да, тяжело взять со шнурком в горле, конечно. То есть, чем уже он сжимает глотку, тем выше гортань поднимает, тем тяжелее ему существовать с этой штукой в горле. Some false chord versions of that. Но здесь он добавил просто смыкание чистого. Плотности смыкания добавил. How the heck you're tolerating me getting this close while you're making these sounds is beyond me. It's beyond me as well, but we're just going for You're it. just So feeling it. I may have a You fat are. booger in my nose, You don't. but thank God. You Don't look. No one can see your nose. Don't You're look. Everyone's blocking looking. it. I told nobody to look. Everyone looks. What else we got? Pitch helpful. Did we do that yet? I don't think we did that. From your fingertips, that's warping to its pleasure. Сори, что я залипла, я пытаюсь проанализировать, что он там, где что подключил, что поменялось, но это похоже на его базовый звук. Просто, да, немножечко как-то он, что ли, сужение сил прибавил. Cool. Do you want to try to? Yeah, let's do it. Okay, 1 second. Nah. I don't know what this is gonna be like. This is gonna be crazy. I've never done this, so just so you know,
We're kind of doing it. playing. I feel like I'm in vocal school and we're doing this at the You same are time. in So. vocal school. Nice skies. Nice skies. Low blow. Yeah, no. I don't know the words. Но вот здесь вот это Clouds of white. самое обычное плюс-минус симметричное положение. Очень сильно открыта челюсть, наконец-то он нам ее показал. И язык... Ну, как я могу здесь рассмотреть на слух, да, что там происходит, то там есть нота О, там есть О, то горловое пение, с которого он начинает. О, nicest guys, nicest guys. Ну да, тоже такой достаточно обычный для экстрима звук, но да, вот исходя из того, что слизистая особо не выворачивается, ничего страшного он тут не делает необычного, но звучит клево. Интересно у него, конечно, вот эта асимметрия такая, которая все время повторяется, то есть, Swallow again. по идее, как бы этого не должно быть. I know it's. Can we get him a little sip of water? Actually, he's just getting dry back here. Do I sip with? You can sip with this in your mouth. We'll watch it as it goes down. Here's Он Will будет as he пить? swallows О! ice cold water. Here it comes. There it's gone. Oh, I didn't hit record. О, интересно. You're fine. I don't believe was you. like, I don't believe gosh. anything you say anymore. You're Thank my you. record guy. Do you want to try and sing the chorus or something? I don't know. Oh how. yeah, that's right. We were gonna do that. Let's just watch something a little dynamic. Боже, этот водоворот. Oh, also we didn't do that. That's just crazy with it up in my nose. I have a really nasally scream that's like my high, which is probably why I'm having trouble right now. Woo, that feels crazy. Да, когда он делает... Уф, какая сопелька, Когда он делает назализированные звуки, ему больно, да, потому что... Ну, понятно. All your sensation is coming back. Звуки, которые... Вот эти вот объемные, конечно, ему комфортнее делать, потому что гортань спускается, и шнурок не трогает особо ничего. So you're just doing this. То есть он довольно близко все... Ну да, довольно близко все притягивает друг к другу, но и остается вот такая вот хреновина узкая. Это очень узко. That's as good as that's gonna be with this Это thing in my очень nose. узко. Иу! Don't look at me! Don't look at me! Well, being able to scope. Класс, вообще-то. Короче, друзья, это дико интересно, очень интересный опыт, конкурсы тоже очень интересные. Напишите, что вы вообще думаете об этом видео, какие у вас предположения, что там происходит. Считаете ли вы, что эти все звуки, например, разные, или это все один и тот же прием на разных уровнях манипуляций с внешними факторами типа глотки и так далее. Я очень рада, что наконец-то экстрим-вокал стали исследовать и не говорить, что это просто какая-то фигня, что это как-то вот фигня из-под коня, и что это вы орете себе сейчас все связки сорвете. Меня это очень радует. Меня радует, что они это исследуют, и там в начале врач, если вы полное видео посмотрите, я ссылку оставлю в описании, врач сказала, что они намерены исследовать вообще всю вот эту вот, все вот эти вот структуры, которые там не только гортань, но что происходит в этот момент и в трахее, и с дыханием, там, и что угодно. Я не знаю, насколько это возможно на живом человеке сейчас измерить, но я рада, что они пытаются в это впрячься ради науки, ради исследований, медицины и так далее, это очень круто. Вот. Да, жду ваших комментариев по этому поводу, что там происходит, и напишите, пожалуйста, какие бы вы хотели еще видео видеть на моем канале. А я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео. Пока-пока.